Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня я вам покажу, как работать со стразовым полотном. Сразу скажу, с ним легко и удобно работать, быстро, но учитывать надо некоторые нюансы. Какие, сейчас вам расскажу. Сегодня у нас работа со стразовым полотном. Расскажу плюсы и минусы работы с этим полотном. И, конечно, как работать, как его подрезать, как приклеить, чтобы через время полотно не отклеивалось и ваша работа выглядела чисто и красиво. И все по порядку. Для начала я буду обрабатывать верхушку. После того, как я обтянула заготовку, мне, конечно, надо обработать верхушку. Верхушку я обрабатываю, уже много раз показывала, но раз сегодня такая опять сборная солянка, то покажу. Приклеила, придерживаю, наношу клей и затягиваю, чтобы как можно больше вот эту верхушку собрать, чтобы она у нас не получилась безразмерная, большая, так скажем. Поэтому вот, вы видите, она уменьшается, я все затягиваю. Как подклеивается, наношу чуть ниже середины клей. Если будет чуть выше, то он вылезает. Вот здесь у меня уже чуть-чуть вылез. Убираю. Подрезаю, обжигаю, наношу клей и подклеиваю. Так, верхушка у нас обработана. И для того, чтобы приклеить стразовое полотно, под низ я подклеиваю ленту. У меня эта лента 5 миллиметров. И первые буду подклеивать вот где у нас шар, две части склеены вместе. Вот чтобы скрыть вот эту полосочку, я именно там буду наносить клей и подклеивать. Я беру клей, у меня это уху клей и перелит в аппликатор. Распределяю ровно. И вот у меня вот здесь вплотную укладываю и даю закрепиться. Чтобы не ждать, я подкалываю иголочкой. У меня подколото, и я сразу подрезаю полностью всю ленту, которая мне вот здесь нужна. И, конечно, обрабатываю край. Теперь я могу позволить себе сразу нанести клей на всю ленту и одним махом все это подклеить. Если раньше я делала это частями, то сейчас уже настолько все это у меня быстро получается, что я как бы вот могу себе позволить нанести клей. Нанесла клей, сейчас вот так все распределяю, хватаю, так, чтобы вам было видно. Так, еще раз пальчиком вот так я вижу, куда приклеивать. И вот, все. Одним махом я все подклеила. Беру следующий отрезок, также наношу клей, распределяю, так как у меня крест-накрест декор идет. И под 90 градусов подклеиваю. И даю закрепиться. Теперь я также вымеряю вот так полностью ленту, подрезаю, обрабатываю огнем. Теперь я ровно укладываю ленту. Вот таким образом. Смотрю, чтобы у меня все было ровненько, обе части. По одному из краев иголочки. Делаю это сразу вот так вот на весь шар. Убедилась в том, что у меня все ровненько. Достаточно 4 иголочки. Вот таким образом. И теперь я также одним махом приклею вторую часть. Беру клей, наношу его опять на всю ленту. Так получается намного, я ускоряю работу. Так, распределяю. Хватаю свою ленту. Здесь у меня иголочки по краю. Вот так. И по иголочкам, то видите, по краю располагаю
и ухожу наверх. Все, у меня все подклеено. Как я уже говорила, обрабатывать буду стразовым полотном. Оно на силиконовой основе, и здесь защитная пленка, которая снимается, она здесь липкая. И чтобы правильно подрезать, вот вы видите по краю, здесь идет силиконовая вот эта полоса. И когда я подрезаю полоски, то с одной стороны я прижимаю ножницы вдоль, ну, вот так, вплотную, чтобы не получилось, что у меня с двух сторон расстояние. Полностью подрезаю с одной стороны, с другой остается вот такой вот маленький кантик. И вот тоже надо подрезать. Если вы его оставите, то вот к этому силиконовому полотну нижнему будет прилипать мелкая грязь, мусор, и будет все это видно. Сейчас покажу, как подрезать. Я беру ножницы и... Вот, вы видите, здесь у меня все чисто, вплотную, вот к этой стороне, нигде большое расстояние, здесь мы будем держать удобнее. Если вы сделаете наоборот, то вам придется потом вот так подлезать, и это очень неудобно. Сейчас покажу. Вот, я поворачиваю чуть-чуть ножницы, и именно вплотную, сейчас покажу. Вот, вы видите, с одной стороны я подрезаю, все у меня чистое, а вот здесь остается вот этот кантик. Поэтому... прижимаю ножницы вот к этой стороне и вплотную подрезаю. И вот еще раз покажу. Вы видите, с этой стороны остается кантик, который мы подрежем, а с этой стороны полностью вот такая чистая получается лента. Прижимаем ножницы вот краем к этой стороне. Нижнюю часть, которая у нас защитная, пока не убираем. Вот она у нас тут остается. И вот чистая полоска получилась. Теперь вот эта сторона, теперь ножницы наоборот, вот так. И наискосок. Так, вот они прилипают к ножницам. Если прилипают, потом будем их отрывать. И вот вы видите, получается чистая сторона. Убираем с ножниц, иначе они будут вам мешать резать. И вот так вот. Все вплотную. Также вот этот край очищаем. Многие его оставляют, и это, во-первых, вот этот белый край, он на темном шелке или бархате, его очень видно, это некрасиво смотрится, и еще все к игрушке прилипает. Поэтому вот именно вот так надо его подрезать. Если вы все сделаете правильно, то ваша игрушка будет аккуратная, чистая. Если неправильно, то будет все прилипать и будет такой неопрятный вид. Сейчас дорежу до конца и покажу, что уже получилось. Вот. Здесь у нас получается снова край чистый, и подрезаем так же, как в первом случае. Для обработки в ленты я подрезаю 2 полоски, а для обработки верхушки, вот как здесь, я подрезаю 3 полоски. И теперь подклеим верхушку. Также убираем вот этот край, он нам не нужен совсем. Теперь я беру пинцет и убираю нижнюю вот эту защитную пленку. Но не все убираю, буквально вот 1 сантиметр, чтобы пальчиками туда не залезать. И теперь нахожу место, где у меня будет середина, где буду подклеивать бантик, так как, чтобы скрыть вот эту, именно где у нас будет стык. И теперь вот так понемножку отодвигаю и приклеиваю. И прижимаю хорошо. Вот, отодвигаю, приклеиваю, отодвигаю, приклеиваю, отодвигаю, приклеиваю. Когда мы подходим вот сюда, берем на 1 ряд вот больше, чем у нас вот здесь вот заканчивается. Сейчас объясню, почему я так делаю. Так. Получается или вплотную, или на 1 ряд больше. Вот у меня практически вплотную получилось. Вот. И теперь я беру вот так пинцетом, чуть-чуть натягиваю и совмещаю, именно чтобы вот это снизу полотно, оно совместилось, вот эта силиконовая основа,
чтобы она вместе подходила. Когда две силиконовые основы подклеиваются между собой, они очень липкие и уже ничего не отклеится. Если вы просто вот так приклеите, то через время немножко край иссохнет и это все отклеится. А если вы совмещаете все вместе, то ничего уже не отклеивается и получается все вплотную. Вот я здесь даже не могу определить уже, где у меня был стык. Что мы делаем дальше? Также убираем вот эту верхнюю часть, защитную ленту. Так, и подклеиваю под нижнюю, не верхняя, которая идет, а именно под нижнюю. Так, здесь я подклеиваю точно так же. Прямо вот на 1 миллиметр больше беру, чем надо, и прямо поджимаю, чтобы силиконовое полотно между собой склеилось. В этом случае оно уже никуда не убежит. Вы, конечно, можете еще использовать и пистолет, но там совсем чуть-чуть. Но я уже убедилась, что если склеить вот две силиконовые части, они не отойдут. И сейчас вот так постепенно отодвигаю вот это защитное бумажку и посередине ленты подклеиваю. Да, конечно, вы можете клеить без ленты, но в этом случае вам надо или иголочки, или должен быть уже глаз 1000% алмаз, чтобы вы не сдвинулись. Потому что если вы будете клеить туда-сюда, то лента тоже как бы перестанет быть такой клейкой, как она есть изначально, и все это будет отклеиваться. И вот так вот постепенно я отодвигаю и все подклеиваю. Со стразовым полотном легко работать, но, я говорю, как я уже говорила, есть свои нюансы. Здесь я также беру на одну вот эту, на одно звено, так скажем, больше. Вот оно у меня получается чуть больше, чем мне надо. Я его пододвигаю и теперь вот прямо вот так пальцем подсовываю все вот туда. И вот вы видите, у меня две стороны, они вплотную, чуть ли не под низ подходят, и уже ничего никуда у меня не сдвинется и не отклеится. Как обработать теперь вот эти части? Начинаем снизу. Также обрезаем лишнее. Вот. Помним, что у нас две части силиконового полотна должны склеиться. Не просто наклеить, тут оставить 1 миллиметр. И почему я подклеиваю сначала на нижнюю часть? Если бы я подклеивала на верхнюю, то верхняя лента осталась бы вот этот кантик, и вот этот туда-сюда вот к кантику подошел, и остается 1 миллиметр. Вот эта лента, этот миллиметр, затем она немножко иссохнет, и она уже будет отклеиваться. А тут мы делаем вплотную. Вот мы берем, прямо вот прижимаем, чтобы две вот эти тут звенья между собой склеились. И теперь также отодвигаем нижнюю защитную ленту и подклеиваем. У меня есть некоторые игрушки, может быть, вы помните, в голубом цвете. Я еще 2 или 3 года назад, вот у меня осталось пару штук, работала со стразовым полотном, еще когда была в Испании, и ничего не отклеилось. Так, здесь также я беру на одно звено больше, вот вы видите, оно получается больше. И вот, прямо вот так вот я все это между собой подклеиваю. Все, у меня вплотную все подклеено. И также поступаем со второй стороны. Из полотна остаются вот такие маленькие отрезки, я их не выкидываю, так как полотно идет, по-моему, 24 на 40 сантиметров. Вот здесь из одного полотна получается целое, и остается вот этот маленький кусочек. И потом еще две вот эти стороны. Вот эти маленькие кусочки не выкидывайте, я потом покажу, как их можно использовать. Вот я еще раз все подрезала, убираю защитную ленту и здесь вот также вплотную прямо прижимаю. Вот эти маленькие нюансы, которые дадут вам уверенность в том, что у вас уже ничего не отклеится. И, конечно, не просто вот приклеиваем, а еще и придавливаем чуть-чуть, чтобы это все склеилось. Здесь вот я не отрезаю до конца, беру ножницы. Вот теперь я отрезала, и только теперь я убираю вот эту защитную часть. И все
Вот таким образом прижимаю. Вот вы видите, все вплотную прижато, все чисто, аккуратно. Теперь у вас уже ничего нигде не отклеится. И теперь покажу еще один из способов, как украсить верх. Многие мастерицы, я вижу, вот так оставляют верх, но это некрасиво смотрится. Я показывала уже обработка мелкими такими треугольными стразами, обработка филигранью. И это еще одна, можно сказать, обработка. Я беру клей. Так, сначала убедимся в том, что у нас здесь ровная платформа. Вот она должна быть идеально ровной. Теперь я беру клей и наношу клей. Также вот на все края наношу клей. У меня это достаточно много клея. Вот, прямо вот так все. Такой слой клея получается. Обязательно на края. Так, теперь клей должен, ну, несколько секунд хотя бы постоять, чтобы появилась вот эта пленочка. Здесь я подготавливаю стразы и подклеиваю. Подклеиваю так, чтобы равномерно распределить стразы. Вот одна сторона у меня шире, другая уже. И вот этой узкой стороной вовнутрь следим, чтобы у нас все ровно приклеивалось. Если вас что-то смущает или вот угол попадает на вешалку, чуть-чуть все сдвигаем. Стараюсь хватать сразу, чтобы у меня вот эта внутренняя узкая сторона попадала вовнутрь. Вот, и еще одна стразина. Вот, я все уложила. И теперь вот так еще пальчиками, чтобы ничего у нас нигде не торчало. И все выравниваем. И посмотрите, как красиво получается. И размер вот этих страз у меня идет 5 миллиметров на 8 миллиметров. Ну вот, сегодня я вам показала, как работать со стразовым полотном. И еще раз расскажу быстренько про плюсы. Полотно очень выгодно по цене, если покупать его для работы с шарами. Второе. С ним очень легко и быстро работать, если соблюдать вот эти маленькие нюансы, которые я вам рассказала. Минусы. Если вы не будете соблюдать нюансы, то все будет прилипать к вашему шару, и у вас такой получится пушистый, грязненький новогодний шар. Поэтому все соблюдаем. Если вам интересно, где взять это полотно, можно купить на Алиэкспресс, можно заказать у Виктории. Если вы заказываете материалы у нее, можно заказать ко всему и полотно. Она всегда подберет, посоветует, ну и, конечно, пришлет. Особенно выгодно девочкам, которые в России. Что еще могу сказать? В следующем видео я вам покажу, какой же декор я придумала именно для этих шаров. Вы помните, что я делала в таком же цвете с серебром и страза морская волна. Получилось шикарно. И здесь я тоже придумала интересный дизайн. И, конечно, обязательно поделюсь. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.